Добрый день, уважаемые зрители! Итак, продолжается наш проект Катран, и вы увидите, как делаются те или иные этапы. Мы приоткроем вам кое-какие наши тайны, посвятим суть строительства. Для многих, может, это станет впервые. На сегодняшний день мы сделали первое — чип-тюнинг, второе — облагородили салон кожей, третье — боди-лифт, то есть лифт кузова сделали, четвертое — установили наш кит-комплект, это крылья фирменные и бампер. Итак, что касается чип-тюнинга, значит, сразу скажу, это было не так просто. Там наши зрители в предыдущем первом ролике как раз подсказали, что поменяли турбину, поршневую систему новую поставили. Как я предполагал, что мощность все-таки увеличили за счет другого программного обеспечения. Причем японцы в этот раз оказались хитрее и изощреннее, чем в прошлый раз. Они поставили кучу обманок, защит. Мы загнали машину в одну достаточно известную контору. Они эту машину пытались целый день перепрошить, и у них, к сожалению, не получилось. Тогда мы обратились к одному известному автомобильному хакеру. Он взломал такие их не все обманки, обманул японцев. В результате машина приобрела всего 30 сил, то есть стала 230. Напоминаю, предыдущие моторы в 177 сил мы перепрошивали на 225. Поэтому разница практически небольшая. И некоторые, может быть, перепрошивают их еще и на большее, но я не рекомендую, иначе может это быть в ущерб ресурсу мотора. Поэтому, как я и предполагал, так оно и есть. Значит, японцы поменяли программное обеспечение. Часто вопрос становится, что лучше, лифт кузова или лифт подвески. Так вот, на моей практике даже мостовые машины делают боди-лифт, чтобы центр тяжести не уходил вверх. Как раз мотор, агрегаты, все это можно было как можно было ниже. А на машинах с независимой подвеской, там, так как типа все пикапы, в общем-то, как уже практически 95% всего остального автопрома, они стали уже с независимой подвеской, там особо даже не поднимешь, потому что если задирается подвеска лифт-комплектом, у него просто ограничиваются ходы на прогиб. В результате рычаги часто висят в воздухе, когда машина едет по бездорожью. Поэтому на машинах с независимой подвеской особенно правильнее делать боди-лифт. Те лифт-комплекты, которые существуют на рынке, это, я бы их назвал, это псевдолифт, потому что происходит выгибание рычагов, рычаги становятся вот таким вот домиком, ходов вниз у машины уже нету. Что самое печальное, ресурс передней подвески очень сильно сокращается. Рвутся быстрее пыльники, изнашиваются шаровые опоры. И когда там делают больше 3-4 сантиметров лифт подвески, то обычно это заканчивается быстрым износом шрусов, рулевых наконечников. Ресурс просто падает. Как некоторые раньше закручивали торсионы там на 7-8 сантиметров. Сейчас там ставят более жесткие пружины, под них проставки, чтобы это просто все приводит к тому, что вы быстрее уничтожите свою переднюю подвеску. Поэтому тоже, кто с этим не знаком, будьте предельно аккуратны и внимательны. Что касается боди-лифтов, бывают они от 2-3 сантиметров, ну и в принципе и доходят, как я видел, и по 10 сантиметров даже бывают. Самые популярные это 50 миллиметров, то есть 5 сантиметров. 2-3 сантиметра, там практически даже ничего не надо удлинять. Там просто, как правило, чуть ли не на всех машинах, это просто проставки между кузовом и рамой. Немножко только бампера надо будет на некоторых моделях задирать, чтобы не было зазора. Как-то припоминаю, что в начале 2000-х годов в журнале «Клуб 4×4» вышла статья
как отлифтовать УАЗ при помощи хоккейных шайб. Тогда, помню, во всех спортивных магазинах пропали хоккейные шайбы. Зато УАЗы стали выше благодаря этим самым шайбам. Ну, тогда просто ничего в наличии не было из лифт-комплектов, поэтому использовали шайбы. В наше время очень много всяких лифт-комплектов появилось. От алюминия до капролона. Некоторые с полиуретана даже делают. Значит, как я уже говорил, самые популярные 5 сантиметров. Бывает еще 6, 7, 8, 9, 10. Кто как под свои задачи выстраивает, какие колеса. Значит, самый профессиональный, который я видел в своей практике, метод боди-лифта, это наращивали опору кузова путем, ну, фактически дубликата. Был изготовлен дубликат на 9 сантиметров. При этом тут всю раму усиливали еще, пескоструй, естественно, обрабатывали специальными составами, чтобы она не ржавела. Это уже такие достаточно профессиональные решения, когда люди готовят какие-то прототипы там, или какие-то серьезные внедорожники. Поэтому имейте в виду, то есть, что касается боди-лифта, это не просто втыкаются проставки, тут, можно сказать, целый комплекс работ проводится по доработке автомобиля. И существуют боди-лифты очень, как я уже сказал, от 2 сантиметров и доходит даже до 10. Это боди-лифт, это лифт кузова. Как видите, вот это сделаны проставки. Здесь мы еще, кстати, сделали домики. Распространенная ошибка у пикап-заводов. Многих не ставят. Когда кузов груженный под тонну, бывает иногда деформация. Поэтому будьте внимательны, если вам не сделали, то такие вещи нужно сделать. Если же машина пустая, то можно не заморачиваться. Еще на рынке есть следующее решение. Чтобы колеса большего размера вошли, просто вырезаются арки. Как видите, мы уже сделали под наш катрановский комплект. Некоторые просто даже не делают ни лифтов подвески, ни лифтов кузовов. Они просто вырезают арки, ставят расширители. И иногда даже встречались, даже там по 40 дюймов вставляют колеса. Да, на патрулях распространено. Мы же сделали все комбинированно. Чуть-чуть лифт подвески, чуть-чуть лифт кузова и чуть-чуть вырезали арки. Мы здесь заложили специальные прорези. Тут будут стоять жабры с подсветкой. Очень эффектно выглядит ночью. Кто хочет, может эти жабры делать, кто хочет, может не делать. Это лишь влияет на небольшое увеличение цены на светодиод и на сами решеточки. Вы их увидите в следующей серии. Кстати, что касается переднего крыла. Заднее крыло, как я уже говорил, идет накладка, а у переднего крыла идет именно замена. Меняется крыло и появляется совершенно другая геометрия, которая может замещать спокойно. Как видите, арка меньше, чем кузов на 8 сантиметров. И что касается заднего крыла. Как видите, эта вся накладка надевается на борт. Тоже она имеет другую геометрию арки. Дутая, дизайн совершенно другой. Уже здесь мы установили светодиод. Скоро тоже вы увидите в законченном виде. Ну а так вообще подготовленная полностью поверхность. И машина сейчас отправляется уже на покраску. Что касается еще подвески, как видите, мы уже приготовили для нашего Катрана специальную подвеску. Она включает в себя, видите, стойку в сборе, более удлиненные пружины по сравнению со штатной. Здесь есть регулировка по высоте, можно, то есть, менять высоту, подобрать. Как я уже сказал, мы будем делать небольшой лифт подвески, сантиметра 2, может быть 3, не больше, чтобы не нагружать и не перегружать переднюю подвеску, чтобы ее ресурс не сокращался. Как видите, тут дополнительный есть бачок с жидкостью, с регулировкой жесткости. Вообще, очень так вид, скажем, достаточно товарный у изделия. Как видите, есть регулировка жесткости, 21 положение. Достаточно интересные сайлент-блоки. Внутри дополнительный отбойник.
Можно регулировать, как видите, стойку сжимать, делать более жесткой или наоборот ее распускать, делать более мягкой. Достаточно интересная подвеска. Мы ее потом вам покажем еще в бою и в деле, как она ездит по полицейским, по бездорожью. В разных режимах протестируем. Так что в следующих сериях мы вам покажем установку подвески и еще пару следующих моментов по строительству катрана. Мы уже установили бампер, который уже разработан под бодилифт 50 мм. Перетянули салон кожаный. Все это делается достаточно элементарно. Продаются кожаные чехлы. Они стоят там что-то в районе, вместе с установкой, что-то там в районе 8000 рублей. Мы специально сделали их двухцветные, потому что у нас тоже машина будет двухцветная, комбинированная серо с черным. Такой же подобрали салон расцветкой. Тряпичный салон просто был никакой, поэтому рекомендую тоже на будущее у кого тряпичный салон элементарно, чтобы не перешивать, а просто такие вот чехлы купите и сразу же облагородите свой автомобиль. Как видите, вот эти ручки, они сейчас перетянуты кожей. В тряпичном виде они были просто никакие. Поэтому рекомендую, если берете с тряпичным салоном, не поскупитесь, потратьте 15-20 тысяч рублей на такие ручки. Они смотрятся намного благороднее. Ну и традиционно, что касается подготовки автомобиля, как я уже говорил, я знаю много, но не все. Поэтому если я где-то что-то забыл, можете поправить, чем-то дополнить, подкорректировать. Ну и ждем тоже ваших отзывов, ваших рекомендаций, что вы хотели еще увидеть на машине. Какие-то, может, тоже советы кто-то даст по подготовке. Ну, по-прежнему мы делимся своим опытом и с удовольствием выслушаем ваш опыт. Если у вас какой-то уже был тоже аналогичный проект, можете поделиться своими разработками. Ну что ж, а на этом все.